Господа, и как обычно, спонсор всей нашей движухи вообще на нашем канале покупок автомобилей, это, конечно, Тинькофф Банк. У него есть карта специально для автомобилистов, которая называется Тинькофф Драйв. Более того, сейчас ее еще можно заказать в моем дизайне. Таких карт осталось буквально пару-тройку сотен, поэтому это, наверное, последняя возможность, когда можно купить именно вот такую карточку. Напоминаю, что по ней вы получите 10% кэшбэка со всех АЗС и также на любые полисы Тинькофф страхования, 5% на автоуслуги, то есть это сервис, мойки, парковки и еще куча всего, и 1% кэшбэка вообще со всех покупок. И 15% кэшбэка вы получите при покупке билетов в кино, театры или на какие-то мероприятия. И это доступно для всех клиентов Тинькофф Банка. Если вы оформите эту карточку именно по моим ссылочкам в описании прямо сейчас, то вы получите 1000 баллов, если вы оформите кредитную карту, и 500 баллов, если вы оформите дебетовую карту. Так что, ребята, мечта автомобилиста прямо здесь, в моих руках. Присоединяйтесь и вы. Все ссылочки будут в описании. Тинькофф Банк. Кость, что ты хотел сказать? Напоследок надо немного прокатиться. Максималочку пощупай, блин. Сейчас все узнаем. Ну, у меня почти получилось 360, ты видел? А, это было 180. Ну да, ну полицейский разворот. Хорошо, если бы я разбирался в этих ваших... Не я ж на каршеринге езжу, то мне откуда знать, что как называется. Я был близок, но разовоз колесо, но у нас есть запаска. Хотя кому это интересно, потому что это были последние метры автомобиля. Все, едем грузиться и... Кость. Господа, здравствуйте! Сегодня быстро, коротко по делу и сразу о том, что всем интересно. Это краш-тест Hyundai Solaris. Напоминаю вам, что в прошлой серии мы разгоняли Mark II и также приложили его в столб на этом же самом месте, и машина стоила этих же самых денег. В нашем случае сегодня Solaris, который стоит 250 тысяч рублей. Mark II с прошлого видео стоил примерно так же, 200-300 диапазон всех этих автомобилей. Цель нашего сегодняшнего видео — это установить, какая же машина будет прочнее. Мы это делаем для того, чтобы понять, молодой человек, обладая суммой 200-300 тысяч рублей, всегда может выбрать весело, турбомотор, дрифт, спорт, все что угодно еще, целая тусовка, культура, можно сказать. Или просто спокойно ездить каждый день и ни о чем не думать. Это да, но как это скажется на пассивной безопасности? Ведь дело в том, что самый страшный случай — это как раз встретить боком столб. В прошлой серии у вас у многих возникали вопросы, как же это устроено. И если вкратце, сейчас все расскажу. Как обычно, у нас есть вкопанный столб на 2 метра в глубину, который бетонный, ГОСТовский, используется для так называемой мачты освещения. В качестве разгонной полосы мы используем нашу импровизированную железную дорогу из трубы квадратного сечения, которая у нас покоится на шпалах, сделанных просто из 50-метровой доски. Длина железной дороги у нас 50 метров. Предполагаемая скорость в конце при встрече с столбом у нас в прошлый раз с Марком
составляла 56 км в час. Сегодня будет чуть побольше, потому что у нас есть хороший зацеп. Таким образом, наш тягач Ford Raptor сможет развить сегодня большую скорость. Для достоверности Solaris у нас будет заведен на 5-й передаче на холостых молотить, потому что эта машина оборудована подушками безопасности. Мы логично предполагаем, что эти подушки безопасности должны сработать. Все-таки машина поновее, и к ней гораздо повыше уже требования к безопасности, чем старому японцу. Наш Hyundai Solaris на роликах на тележке соединен с нашим тягачом, это Ford Raptor, при помощи стального троса 10 мм. Вы часто спрашивали, как же при ударе Solaris в столб трос не вырвал Raptor'у задний мост. Дело в том, что на конце троса у нас предусмотрена вот такая страховка, которая сделана из бичевой веревки, которая смотана в несколько раз, и не то чтобы опытным путем, просто нам повезло, мы рассчитали такое количество витков, вернее их всего 2, при которых трос еще и способен в этом месте не разрываться, когда просто тянет Solaris на разгоне, и во-вторых, он рвется, когда Solaris уже упирается вместе с телегой в столб. Таким образом, все, что ощущается в салоне Ford Raptor, это просто небольшой щелчок, даже без удара. 10-миллиметровый трос остается, естественно, в целости и сохранности, он не рвется, используется повторно и так далее. Страховка срабатывает как надо, все счастливы. Solaris на столбе. Ну и самое главное, это место и сама организация всего этого мероприятия. Поскольку мы это делаем, чтобы проверить безопасность, соответственно, мы реально сильно топим в этом моменте, по крайней мере, за безопасность. Поэтому все это проводится на закрытой территории, так называемая кросс-паргала. Вы можете приехать сюда, здесь есть мототреки, здесь есть кроссовые треки, здесь есть очень много всего. Ссылку на ребят я обязательно оставлю в описании. Также у них есть своя техника, которая позволяет всю эту почву равнять. Они помогали нам в создании в том числе и этих рельс, то есть сделать горизонт по всему этому, ну, такой ориентировочный сегодня, но тем не менее. В общем, если бы не было кросс-парголова или парголова кросс, уж как кому удобнее называть, то, наверное, не было бы всего этого, потому что, как я напоминаю вам с прошлой серии, нельзя просто взять и намотаться на чей-то столб. Столб стоит очень дорого, столб на себе несет провода, несет на себе освещение, и все это чье-то. И если вы это повреждаете, вы за это потом должны очень много денег, вы нарушаете закон. Мы хотели сделать так, чтобы все было комфортно, никому не мешая, чтобы нам никто не мешал, чтобы мы никому не мешали. И самое главное, за это потом не пришлось платить еще больше. Так что на самом деле проще действительно договориться с территорией закрытой, купить свой собственный столб, построить свою собственную железную дорогу. Да, мы вложили в это порядка 300 с лишним тысяч рублей, но тем не менее это все окупится. И потом мы это делаем просто потому, что нам интересно. Нам интересно разрешить давнишний спор. Что же все-таки лучше? Старое японское качество или современный кредитотошнот, который пусть из фольги, но уже посчитан, со сминаемыми зонами, подушками безопасности, и все-таки ему не 20 лет, а 6. Вот это самое интересное. Погнали! Ёптель ты, моптель! Solaris завалил столба! Вот это неожиданно! И ему как-то относительно по боку. И он не заглох, он едет, смотри, он так до сих пор на 5-й передаче. Он реально едет, погоди, он на 5-й. Да, у него на спидометре 80. Вот это дичь, он реально едет, он на холостых, ему все равно. Слушай, это танк какой-то. Стоп, ты посмотри. Капец. Вот это очень неожиданно. Я охренел с Соляриса, если честно. Это что-то просто... Я думал, будет так же примерно, как морковка. Я был уверен в этом, что будет так же. Это просто танк. И он не в столб-то, не в стойку вошел, а в дверь. То есть это даже не центральная стойка была, это худше, это прямо в бедро водителю. Прямо все, хуже вообще не бывает, ничего. Без покраса, устранение вмятин без покраса. Новая технология. Вообще кайф. Вот это еще чуть-чуть бы сюда, и я поехал. Спасибо. Спасибо. Сделать просто такой ларек, знаешь, кузовня за 5 минут. Все, вот куда технику нужно сдавать.
сеть станций кузовных по городу, представляешь? Тебе приезжает со столба каршеринг, ты его быстренько трот, и... Да. Да, скотч вместо стекол быстренько наклеил и все. Никто не заметит. Нет, вот так аккуратненько, подвесочка-то, там же шаровые мне еще менять. Он очень крепкий. Ему еще сегодня смену отрабатывать в такси. Блин, вообще, он просто как будто слиток такой, да? Like a boss. Вот тут немного тесновато стало, если честно, за рулем. Ну чё, заведется ваше предположение? Хотя с чего бы ей не заводиться-то? Тахометр сломался. Она полностью рабочая. Это ручник, тихо. Ручник заехал под водительское сиденье. Да навалит, чек не горит. Все в полном порядке. Печка работает, кстати, тепленьким дует. Музыка играет, ну то есть она как бы в обычном состоянии каршеринга, типовое абсолютно. Вот как вы можете на улицах каждый день это видеть. Наклейки стерлись только и все. Я не знаю, мне кажется, мы все доказали. Просто здесь совершенно очевидно, выбирая машину за 250 тысяч рублей, если вы, конечно, ищете безопасность, только если в этом случае, то это новый автомобиль. Мне кажется, даже без разницы, что мы бы здесь били, Солярис или конкретно что угодно, просто кредит это шнот за 250. В общем-то, в принципе, это все, что нужно. Он абсолютно скучный, с ним, кроме вот этих процедур, наверное, делать нечего. В отличие от Mark II, конечно, который все-таки дрифт, яркий, вспышка, искра, пламя. Причем и в прямом, и в переносном смысле. А здесь это жизнь, а там спорт. И они сильно отличаются. Если плана нет, значит он не сорвется. Даже если все пойдет наперекосяк, это не будет иметь никакого значения. Даже если ты убил кого или родину предал. Все это уже не имеет значения. Понятно? Что ж, господа, у нас получаются выводы весьма интересные. Во-первых, все было против Соляриса. Объективно, скорость была по Ящер-Лоджику 60 км в час. По визуальному ощущению глазами он все-таки ехал быстрее, чем Маркасик, и зацепа сегодня больше, что как бы говорит о том, что явно Раптору цепляться было легче, поэтому, естественно, наверное, километров на 10 он реально ехал быстрее, то есть он врезался в столб быстрее Марка. 2. Он врезался не центральной стойкой, удар пришелся в бедро водителя. Это худший из худших в мире сценариев, то есть все, что вас удерживало от столба, не вас, простите, а водителя, который здесь сидел бы, гипотетически, это брусья, которые в дверях, не знаю, если они в Солярисе, честно, прочность порога и прочность верхней вот этой дуги у крыши. Все, больше сопротивляться столбу нечему. И при этом он выжил, условно. Не сорвалось крепление никакие агрегаторы, он заводится, ездит, не загорелся даже чек, работают стопы, работают даже лампочки заднего хода, все магистрали на месте.
У меня очень плохие новости для любителей старого GDM. Конечно, для честности эксперимента нужно было вкопать новый столб, и точно, чтобы это был вот новый, потому что Марк врезался в новый столб, этот столб был как бы уже после Марка, и многие, наверное, сейчас будут писать, что все-таки Марк уже все покрошил, и он был прям столб пластилиновый, но я почему-то уверен, что нет. Марк реально был очень гнилой, а это все-таки по кузову, по силовой конструкции целая тачка. Далее, конечно, можно купить Марка в свежем состоянии, в каком-то 1600 там в около типа идеале, попробовать его разложить, но я что-то чувствую, что мы проваливаемся в какой-то канал, превращается в область хейта праворульных старых машин, и мы будем уничтожать их много серий подряд, сравнивать с новыми тачками, и результат будет примерно один и тот же, потому что все-таки для металла, как оказалось, первичной является его усталость, его возраст и коррозия, которая в нем или есть, или ее нет. В данном случае была не гнилая машина против старой и гнилой машины. Давайте закроем тему ЖДМ, закроем тему тошнотов. Просто мы говорим про крепость металла. И в данном случае она была лучше. И крепость металла также, безусловно, зависит еще от его годов. Потому что 20 лет машина, которая ездит, металл все равно устает. 20-летний металл в любом случае хуже 5-летнего. И не такая уж и оказалась-то в итоге фольга. То есть из фольги, видимо, что? Вот это вот крылья, там морда вся, да, сминаемые зоны, а силовая конструкция порогов, стойки и крыши, она все-таки оказалась из настоящего железа. Вопрос в том, последний ли это краш-тест. Такие, все сразу такие, что? Что? Конечно же нет, потому что не могут ошибаться все люди, стоящие за камерами, однозначно махающими головой. Есть вариант со старыми Volvo, потому что старая Volvo, по идее, должна еще врезаться в столб вместе с человеком и поехать дальше, спокойно слушая музыку, по идее. Есть еще варианты с рамными джипами, которые также, по идее, нужно купить очень усосанный, очень гнилой рамник и доказать, что рама при этом все равно работает или не работает. Типа как вот патруль, который у нас был, да? И так далее, и так далее. Так что еще пару-тройку, я думаю, да, встретимся на этом же месте. Мы делаем это ради науки. Я же академик, мы делаем это ради науки. Огромное всем спасибо, что смотрели это видео. Спасибо этому Солярису, что он, в общем-то, красавчик. Удачи вам и пока. Перчаточки не забыть. И уходим на поклон.